Привет, друзья! Сейчас обеденные новости Германии и Европы. В Германии разгорелся спор вокруг будущего автомобиля, и Фридрих Мерц внес предложение, которое отправил Урсуле фон дер Ляйен и которое может изменить политику ЕС уже в ближайшие недели. В Брюсселе это вызвало неожиданную реакцию. Но рядом с немецкой границей в Дании началось строительство завода украинской компании Firepoint. Проект сразу вызвал споры о безопасности и возможных рисках. В самой Германии готовят новый центр для контроля ситуации с беспилотниками после серии зафиксированных пролетов над аэропортами и значимыми объектами. В то же время бизнес в Европе столкнулся с новым регулятивным воздействием со стороны Китая. Экспортные ограничения уже нарушают цепочки поставок и заставляют компании менять свою стратегию. Также в Гамбурге запустился крупный проект по производству зеленого водорода. Он может изменить энергетический баланс Германии, но вызывает серьезные вопросы у специалистов. И еще одна важная тема – это строительство жилья в Германии. Практически остановилось. Бюрократия, многочисленные нормы тормозят рынок и сильнее, чем когда-либо. Обо всех этих последних событиях часа коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии разгорелся крупный спор вокруг будущего автомобиля, и в центре внимания Фридрих Мерц. Канцлер Германии выступил за пересмотр запрета на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, запланированного в Европейском Союзе с 2035 года. В своем письме к руководству ЕС Урсуле фон дер Ляйен Фридрих Мерц потребовал разрешить после 2035 года продажу высокоэффективных дизельных и бензиновых машин, а также гибридов и автомобилей на синтетическом топливе наряду с электрокарами. Мерц аргументирует это тем, что резкий переход на электромобили сейчас грозит потерей рабочих мест, снижением конкурентоспособности автопрома и подрыву технологической базы Германии. Реакция Брюсселя оказалась неожиданной. По сообщению высокопоставленных чиновников, Европейская комиссия готова все-таки пересмотреть план. Заявлено, что в новой редакции правил будет учтена технологическая нейтральность и возможность выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе при использовании биотоплива или синтетических горючих. Этот поворот может серьезно изменить автомобильный рынок Европы. С одной стороны, защита рабочих мест и гарантия плавного перехода для автопрома, с другой критикуют возможную отмену жестких экологических стандартов. Противники считают, что это ослабит борьбу с выбросами СО2 и поставят под угрозу климатические цели всего Евросоюза. Сейчас ожидается, что Европейская комиссия представит новый план в ближайшие недели, и тогда станет ясно, какими будут правила и как долго еще на рынках Европейского Союза будут продавать автомобили с традиционными двигателями. А дальше еще есть важная новость. В Дании, всего в 60 километрах от немецкой границы, началось строительство завода украинской компании Firepoint. Объект разместили в коммуне Хадерслев и будет производить твердое ракетное топливо. При этом проект вызывает вопросы участия жителей и экспертов. Они выражают сомнения относительно возможных рисков для безопасности и экологии из-за производства специализированных материалов, а также обеспокоенность потенциальными внешними влияниями. Правительство Дании подчеркивает, что строительство ведется с соблюдением всех действующих правил, однако общественные споры о безопасности объекта продолжаются. Старт производства на заводе запланирован на следующий год. Этот проект стал одним из первых случаев, когда иностранная технологическая компания размещает производство специализированных материалов на территории Дании, страны-члена Европейского Союза. Следующая новость – одна из самых важных для Германии. В Германии канцлер Фридрих Мерц объявил о создании нового центра для координации вопросов, связанных с беспилотниками. Уже в этом году центр начнет работу как совместный проект федерального правительства и властей земель, чтобы координировать все случаи отклонения в воздушной обстановке, связанных с беспилотниками. За последние месяцы участились зафиксированные полеты дронов над аэропортами, портами и критически важной инфраструктурой страны. Это создает сложности для стабильной работы транспорта. Новый центр позволит федеральной полиции и полиции земель оперативно реагировать на такие инциденты, используя средства радиоконтроля и другие технические методы безопасного перехвата беспилотников. Канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что объединенная система даст четкую картину воздушной ситуации, ускорит принятие решений и защитит аэропорты, порты и энергетические объекты и жителей Германии.
По словам властей, это важный шаг для усиления безопасности страны и предотвращения технических инцидентов, связанных с использованием этих дронов. Следующая новость связана с озабоченностью бизнеса в Европе. Компании из Европейского Союза все больше ощущают влияние регулятивных изменений со стороны Китая. Новые экспортные ограничения затрудняют поставки редкоземельных металлов и магнитов, которые нужны для производства высокотехнологических товаров. По опросу, каждая третья европейская фирма уже ищет альтернативных поставщиков за пределами Китая, а многие задумываются о переносе производственных цепочек в другие страны. Задержки с лицензиями и строгие проверки создают дополнительные сложности и неопределенность для бизнеса. Эксперты отмечают, если ситуация сохранится, это может привести к нарушению производственных графиков, росту себестоимости и задержкам на рынке. Европейские компании призывают к пересмотру торговых правил и большей прозрачности со стороны китайской стороны, чтобы сохранить стабильность поставок и защитить свои позиции на мировом рынке. Но на этом важное событие дня не заканчивается. В Германии канцлер Фридрих Мерц поддержал новый проект по производству зеленого водорода в Гамбурге. На месте старой угольной электростанции строят крупный центр с электролизером мощностью 100 мегаватт, который позволит ежегодно получать до 10 тысяч тонн водорода с использованием энергии ветра и других возобновляемых источников. Водород будет использоваться в промышленности, транспорте и судоходстве, где сложно было перейти на альтернативные виды энергии. Этот проект создает новые рабочие места, сохраняет часть существующих после закрытия угольного производства и одновременно помогает региону снижать выбросы углекислого газа. Эксперты уже отмечают, что производство водорода сопряжено с технологическими и экономическими вызовами, так как требуется стабильное электроснабжение для электролизера, развивать инфраструктуру для хранения и транспортировки водорода и обеспечивать экономическую эффективность проекта. Строительство уже началось, а первый промышленный выпуск водорода планируется, внимание, в 2027 году. Канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что проект является важной частью стратегии Германии по переходу на чистую энергетику и декарбонизации промышленности. По оценке властей, успешная реализация центра позволит не только обеспечивать промышленность экологическим топливом, но и привлечь новые инвестиции, укрепив позиции Гамбурга как технологически передового региона страны. И это только начало. В крупнейших городах Германии строительство новых квартир фактически остановлено. Причина – это сложная система норм и правил. Сейчас действует, внимание, около 5800 требований к жилью, включая энергоснабжение, звукоизоляцию и противопожарную безопасность. Эти стандарты резко увеличивают стоимость строительства, из-за чего застройщики часто откладывают проекты или вовсе отказываются от них. В результате в 2024 году в Германии было построено всего лишь около 250 тысяч квартир, а в 2025 году прогнозируется около 235 тысяч. Для покрытия существующего дефицита в городах нужно, внимание, не менее 400-450 тысяч квартир в год. Даже новые инициативы федерального правительства Мерца, направленные на ускорение строительства, пока не дают заметного эффекта. Эксперты предупреждают, что если ситуация не изменится, дефицит жилья в немецких мегаполисах может продолжить увеличиваться. Это может привести к дальнейшему увеличению цен на аренду и покупку квартир, а также усилит нагрузку на инфраструктуру и социальные службы городов. Застройщики уже отмечают, что без пересмотра правил и снижения бюрократии жилье станет еще менее доступным для большинства жителей. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.